Это самый жуткий способ похудеть. Высасывая жир из вашего тела, она может заставить вас сбросить 15 килограмм за считанные минуты. Пожалуйста, поставь лайк и досмотри это видео до конца. Вначале показывают человека, который только что выиграл соревнования по поеданию хот-догов. И как только он садится в свою машину, появляется сзади таинственный монстр. Тело мужчины начинает биться в конвульсиях, и на глазах он теряет свой вес и сжимается, становится похожим на сдувшегося баскетболиста. После показывают Дина и Сэма, они начинают свое расследование, когда узнают об этом деле. После они замечают, что вес жертвы упал с 400 фунтов до 90, и его внутренние органы были повреждены. На следующий день происходит аналогичный случай. Какую-то женщину сбивают с ног во время тренировки, затем ее вес начинает быстро падать. Все ее жировые отложения быстро высасываются, и после она умирает. Вскоре два брата прибывают на место происшествия, и после некоторого осмотра они находят на жертве след от присасывания. После они разговаривают с личным тренером жертвы, но случайно находят на ней такой же след. Но самая странная вещь в том, что тренер все еще жив. Он говорит, что она недавно была в таинственном спа-центре, который, как утверждают люди, помогает клиентам легко похудеть без диеты. Следуя подсказкам тренера, два брата немедленно отправляются в этот спа-салон. По их мнению, в спа-центре должен быть что-то связанное с двумя этими убийствами. Чтобы узнать все секреты этого места, они изображают из себя личных тренеров, которые ищут работу. После у них берут интервью пара девушек, Ларри и Марица, которые являются владельцами этого спа-центра. Но они говорят, что на данный момент у них есть всего одна свободная вакансия тренера. После Сэма успешно нанимают в качестве тренера, а Дина наняли просто обедающим на кухне. Вскоре Дин начинает голодать, поэтому он пытается поставить его перед собой. И он замечает вкусную еду. Он крадет коробку с едой, в которой находится пудинг. Съев его, у него начинает кружиться голова. И незадолго до того, как он теряет сознание, он пытается позвать Сэма на помощь. Вскоре Сэм начинает замечать, что здесь что-то явно не так. Когда замечает, что у каждого клиента этого спа-центра есть такие же отметины на теле, как и у тех людей, которые умерли. В это время Марица делает баночную терапию для клиента. Она говорит своему клиенту, что это просто традиционная китайская техника, которой не стоит беспокоиться. Она выводит токсин из организма, ну и также помогает похудеть. Единственный недостаток этой техники в том, что после нее остается красное пятно на теле. На самом же деле вся баночная терапия – это лишь простое прикрытие. Отметина на самом теле вызвана тем, что она высасывает из человека жир. Позже, после занятий йоги, Сэм случайно натыкается на Мэри, местного шерифа, которая только что закончила свою баночную терапию. Во время их разговора Ларри начинает подозревать истинную личность Сэма и понимает, что он здесь что-то вынюхивает. Позже Сэм идет на кухню и находит Дина, который уже лежит без сознания, рядом с кучей какой-то картошки. Очевидно, что этот пудинг был под действием каких-то веществ. Вскоре Сэм находит повара, который приготовил эту еду, и допрашивает его, спрашивая, почему он это сделал. Но в ответ повар лишь молчит. Он делает вид, будто бы ничего не знает. Но оказывается, что каждому клиенту они подают такую еду перед баночной терапией. И повар лишь просто добавляет указанную добавку к пудингу по просьбе Марицы и Ларри. Из-за текущей ситуации братья уверены на 100%, что эта пара связана с двумя предыдущими убийствами. Этим временем пара девушек также выясняет истинную личность двоих братьев и понимает, что они охотники. Они вскоре осознают, что им невозможно практически избежать, и более разумный подход – это уничтожить все свои улики. Марица спешит взять весь жир из холодильника и выбросить его, но она понимает, что это лишь пустая трата времени, и решает просто съесть его. Как раз в этот же момент, когда она собирается насладиться этим жиром, сзади нее появляется Дин. Он все это замечает и после привязывает ее к стулу. Во время разговора Марица отрицает, что она убийца, и говорит, что она просто сотрудница этого спа-центра. Также она объясняет, что высасывая жир, она может помочь людям сбросить вес и в то же время прокормить себя, что является для нее беспроигрышной ситуацией. Она утверждает, что никому не причиняла вреда, но Дин спрашивает, кто же несет тогда ответственность за два убийства. И она рассказывает, что у нее есть брат Алонсо, который часто не может контролировать свой аппетит. На самом деле пара девушек много лет работала над строительством спа-салона, и они не хотят, чтобы он был разрушен из-за какого-то гнусного брата Алонсо. Поэтому вскоре сестры решили уволить Алонсо. В этот момент мимо проходит Сэм, и он слышит крики из кухни. Войдя туда, он обнаружит, что Ларри был убит Алонсо. После, когда Мариса узнает, что ее муж был убит братом, она начинает громко плакать и говорит, что на протяжении многих лет пара жила довольно гармонично и могли легко существовать с людьми, потому что они всегда придерживались одного принципа – есть достаточно только для того, чтобы прожить. Но в отличие от ее брата Алонсо, безрассудного человека, который легко мог убить своего клиента во время сеанса терапии, потому что он ссал слишком много жира.
Вскоре после этого Марисе пришлось заставить его работать на кухне и позволить ему есть только жир из банок. Но Алонсо не смог так просто контролировать свои желания, поэтому он и совершил 2 предыдущих преступления. И также она рассказывает 2 братьям, где в настоящий момент может скрываться Алонсо. После этого братья берут свои ножи и фонарики и направляются в подвал. Там они решают разделиться, чтобы найти Алонсо. Вскоре Сэм подвергается нападению сзади. Алонсо решает использовать шкаф и прижимает Сэма к земле. Сэм в этот момент из всех сил пытается оттолкнуть шкаф. После он спешит подобрать нож, но он все еще не может справиться с Алонсо. И он снова сбивает его с ног. В этот момент Алонсо пытается нанести ему смертельный удар своим хоботком, но, к счастью, Дин прибывает вовремя и отсекает его ему. После Сэм спасается, в то время как Алонсо мгновенно умирает. Хотя Мариса такой же монстр, как Алонсо, но она никогда не причиняла вреда никому из людей. И помогла 2 парням раскрыть это дело. Именно поэтому братья и решили оставить ее в покое. И на этом все, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал и напишите ваши мысли в комментарии. Также посмотрите эти видео. Я желаю вам хорошего дня.